Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Сегодня я бы хотел поговорить про рабство, и в частности о том, как люди, сами того не подозревая, становятся рабами. Дело в том, что я вижу под моими видео некоторые комментарии, которые сводятся к тому, что люди ищут некий рецепт решения их проблем, в моих видео. И на самом деле люди не понимают, что они ищут решение проблемы, причиной которой являются они сами. К примеру, какой смысл давать какие-либо советы, допустим, алкоголику, который пропил половину своего мозга? Ведь всем известно, что алкоголь – это нейротоксин, который разрушает нейроны. Так вот, или какой смысл давать советы невменяемому, который женится на женщине с 3 детьми, потом обеспечивает их, и еще выплачиваете ипотеку, не свою, а вот этой женщины. На мой взгляд, этот случай, вот эти случаи, перечисленные мной, являются абсолютной клиникой, точнее, примером клиники, и никакие, конечно же, рекомендации тут уже не помогут, потому что сам человек в этих случаях является причиной своих проблем. Но люди думают, что вот у них есть некая проблема и где-то есть ее решение, но только не в них самих. Как будто бы это не они пропивают свой мозг, женятся на бабах с чужими детьми, берут ипотеку и так далее. Или, допустим, некоторые говорят, что вот им надо обеспечивать семью, и поэтому они вынуждены делать то-то и то-то. При этом они говорят это так, как будто бы они неожиданно в один момент столкнулись просто с фактом существования своей семьи, а не планировали ее, учитывая свои финансовые, физические и психические возможности. Я думаю, что нормальные люди, прежде чем что-либо сделать, тем более совершить такой ответственный шаг, как рождение детей, подумают, опять же, оценив свои возможности. Так вот, как люди становятся рабами через социальное программирование? Люди становятся рабами через социальное программирование, когда, допустим, человеку говорят о том, что он должен стать кем-то, либо же достичь чего-либо. Особенно меня забавляет то, как вся массовая культура нацелена на взращивание в человеке абсолютно ложных идей, встраиваемых в него под видом идеалов, не подлежащих никакому переосмыслению, будто бы эти идеалы всегда существовали, существуют и будут существовать. Вот, предположим, идеал на примере той же самой гендерной так называемой любви. Большинство продуктов массового искусства, таких как кино, музыка, так или иначе базируются на идее так называемой любви, которая якобы существует между партнерами разных полов. Хотя, как мне это видится, начинать нужно с того, что данный вид отношений изначально обусловлен половым влечением, и без этого главного мотива не существовало бы и самих отношений. Кстати, про любовь у меня есть целый плейлист, можете посмотреть ниже под роликом в описании. Так вот, на примере этой так называемой гендерной любви можно наглядно увидеть, как в человека вкладывается ложное представление о процессе, который обусловлен конкретной первопричиной. В данном случае это половой инстинкт. И суть инстинкта заключается в выполнении программ выживания. В случае с половым инстинктом выживание через размножение. И человек по мере своего взросления, при отсутствии собственного осмысления воспринимаемых им социальных установок на веру, все больше укореняется в социальную структуру общества. Для него даже не встает вопрос о том,
принимать эти установки, либо же нет. Он воспринимает их как нечто естественное и неоспоримое, тем более, что это по своей сути ложное убеждение подогревается его гормональной системой. Становление рабом на примере женитьбы. Конечно же, не женитьба как таковая делает из человека раба, а идея о том, что она является чем-то естественным и даже необходимым. Например, мне мало с кем нравится общаться, и я крайне осторожно и выборочно подхожу к выбору людей, с которыми можно было бы контактировать. Но случай с женитьбой как будто бы обязывает жить с кем-либо на постоянной основе только потому, что ты расписался в каких-то документах и тебе поставили штампы в паспорта вам, да? По-моему, это вообще полнейшая глупость жить с кем-либо постоянно только по причине некоего штампа в паспорте и вот этой вот идеи о том, что эта женитьба имеет какой-то вот сакральный, потаенный смысл, да? Как будто бы они не могли жить постоянно без этих штампов и подписей в каких-то своих документах. Я не говорю сейчас о случаях, когда люди целенаправленно вступают в брак, чтобы завладеть имуществом супруга, но когда они это делают по причинам якобы какой-то любви, это, конечно же, клиника. Разве некое подлинное чувство по отношению друг к другу нуждается в том, чтобы вот эти вот отношения, основанные на этом чувстве, регистрировать в каком-то там ЗАГСе, да? Я думаю, что любое естественное отношение человека к человеку, в том числе и к человеку противоположного пола, не нуждается в том, чтобы делать из этого какое-то формализованное и по своей сути лицемерное шоу, да, коей и является вот эта так называемая женитьба. Но социальная прошивка предполагает, что человек должен это делать, да, принимая, так скажем, это как вот некую истину, да. Становление рабом на примере приобретения бессмысленных вещей. Например, человек приобретает автомобиль без всякой на то надобности. Допустим, он работает на наемной работе, и у него хватает денег для накопления на автомобиль. Но так или иначе, если расходы на содержание автомобиля являются существенными для его дохода, то покупка автомобиля абсолютно бессмысленна, тем более если у него есть возможность добираться до той же самой работы на общественном транспорте. Я не говорю, конечно же, про случаи, когда автомобиль как таковой является средством для заработка, да, вот как, допустим, в транспортном бизнесе. Так вот, вместо того, чтобы просто тратить деньги на автомобиль, когда в нем нету никакой практической надобности, человек мог бы потратить эти деньги на собственное образование, приобретение навыков в каком-либо другом деле, да, которые он хотел бы освоить. Он мог бы потратить деньги на качественное медицинское обследование, допустим, на качественную пищу, на занятия какой-либо физической культурой, допустим, в тренажерном зале. То есть человек мог бы тратить эти деньги на то, что сделало бы его в большей степени свободным, да, от той же самой наемной работы. Но люди покупками подобных бесполезных вещей, как автомобиль, вгоняют себя в еще большую зависимость от своего положения, хотя им может казаться, что они становятся более свободными. И для такого человека, зависимого от приобретения бессмысленных вещей, существование сводится к тому, чтобы демонстрировать эти вот атрибуты, да, своей обеспеченной жизни, да, или, вернее, даже атрибуты
обеспеченности своей, но не то чтобы сделать свою жизнь сбалансированной через улучшение сфер, непосредственно касающихся его собственной жизни. Он выбирает казаться кем-либо, так как общество потребления создало у него в голове представление о потреблении как о главном признаке полноценности его существования. Человек не видит взаимосвязи между процессами. Допустим, добровольно выбирая некое решение, как ему кажется, на основе романтических мотивов, в последующем становится заложником неизбежной ситуации, при которой ему уже нужно будет принимать решение без выбора, так как к необходимости принимать текущее решение привело добровольное предыдущее его же решение. Для наглядности можно привести пример с тем же самым так называемым браком. Человек, допустим, женится, как ему кажется, по причине возникновения так называемой любви. Будь-то бы любовь уже предполагает брак. В дальнейшем они заводят детей. Для того, чтобы жить в просторной квартире с детьми, они вынуждены взять ипотеку. Потом оказывается, что они, что называется, не сошлись характерами, и вся эта, по сути, гнилая конструкция, построенная на романтических мотивах, которые сам человек себе же и выдумал, рушится и летит в пропасть. Затем алименты, раздел имущества и так далее по списку. Но особо неодаренные собственным мышлением люди ищут решение подобной проблемы посредством финансов, как будто бы сама проблема образовалась не по причине его же собственного изначально принятого добровольного решения вступить в так называемый брак. То есть человеку кажется, что он руководствуется какими-то светлыми романтическими мотивами, но реальность берет его за шиворот и тыщет лицом в саму себя. А выясняется, что никто никого не любит, а испытывает воздействие половых гормонов. Никто не альтруист, а следует только своим интересам. На самом деле, даже сам так называемый альтруизм не может быть альтруизмом как таковым, потому что человек так или иначе действует ради собственной выгоды, пусть даже и косвенно. В своем так называемом альтруистическом поступке человек может, например, искать чувство безопасности, привязывая другого человека к себе, вызывая у него чувство зависимости от себя, но не потому, что он хочет что-либо дать ему просто так, да, а потому что для него это является выгодной моделью поведения на текущий момент времени. Далее посвящаю это родителям. Как родители делают рабами своих детей. Например, если сами родители натасканы госидеологией на служение каким-то непонятным общим идеалам, которые служат им своего рода групповой идентичностью, но и своих детей они будут делать такими же рабами, как они. То есть такие родители никогда не увидят в своем ребенке склонность, талант к чему-либо, а будут пытаться отформатировать его под некие вот государственные стандарты, да, как это, допустим, делали мои родители. При этом они могут считать, что они всего лишь выполняют некий социальный ритуал по отношению к своим детям. Такие родители любят своих детей только тогда, когда их поведение соответствует их собственным представлениям о нормальном, в кавычках, человеческом поведении. Это те модели, которые заложены в них государственной идеологией. То есть дети, рожденные от таких родителей, уже по умолчанию находятся в рабском положении, потому как отношение к ним со стороны родителей обусловлено тем, что сами родители являются продуктами госидеологии, они лишены собственного мышления. Получается, что они рожают детей для государства, которое само в дальнейшем распорядится, как с этими детьми поступить. А рабство распознается только с относительно собственного уровня развития. Рабство распознается только относительно
позиции собственного уровня развития, потому как нельзя, допустим, человека, который всю жизнь жил в картонной коробке, убедить в том, что существует целый мир, да, за пределами этой коробки, которым можно наслаждаться, дышать свежим воздухом, общаться с интересными людьми, да, и нельзя убедить такого человека потому, что границы картонной коробки существуют у него в голове, и их сложнее сломать, чем сами стенки физической картонной коробки. Ведь человека может все вполне устраивать просто потому, что он не знает, что может быть по-другому. Допустим, когда я хотел заниматься различными проектами, связанными с заработком денег, переездами, сменами работы, мне родственники всегда говорили, что у меня ничего не получится, не рыпайся, вот ты же пробовал уже этим заниматься, и у тебя не получилось. Нежели богатые не будем, хорошо там, где нас нет, и вот всякая такая подобная фигня. Не рабов внутри финансовой системы не существует. На самом деле, среди людей, живущих внутри системы, в частности, внутри системы финансовой, ни рабов не существует, так как каждый человек так или иначе пользуется деньгами, а значит, он уже является участником этой финансовой системы. Я даже не говорю о том, что заработок человеком денег лучше всего свидетельствует о том, что человек является частью этой финансовой системы. И на самом деле все от бомжа до предпринимателя являются элементами финансовой системы. Весь вопрос лишь в том, сколько физических и психических ресурсов затрачивают эти люди, условно разделенные на две эти категории, да, вот бомж и предприниматель. Вот. Такое странное деление. Я думаю, что в этом смысле бомж в меньшей степени зависит от денег, потому как для него деньги являются средством обеспечить лишь самые необходимые нужды. Но в случае с тем же самым предпринимателем те же самые деньги являются целью всей его деятельности. Деньги в этом случае являются, так скажем, мерилом целесообразности его предпринимательской деятельности. Но если даже допустить, что есть случаи предпринимательства, при которых деньги возникают как побочный продукт деятельности, то есть человек изначально не стремится их специально заработать, то все равно человек вынужден их как минимум потратить, допустим, на автомобили, либо же что-либо еще, да. Кто-то покупает квартиры, кто-то создает семьи на эти деньги, тем самым вгоняя себя в положение, когда перед ним не будет возможности выбора между свободой и несвободой, а только принятие решений, уже не связанных с возможностью выбора свободы как таковой. Поэтому деньги могут быть как целью, так и средством, но если человек, допустим, расходует большую часть времени своей жизни с целью их заработать, значит их можно считать смыслом жизни для человека. Для этого конкретного человека, безотносительно к тому, считает он трату большей части времени своей жизни вынужденной мерой, да, для заработка денег, либо же не считает. Покупательская способность и свобода. На самом деле нет такой зависимости между наличием денег и наличием свободы, потому как за деньги ты всего лишь можешь купить что-либо, допустим, купить дом за границей, гражданство какой-нибудь страны, да, но можно ли считать это свободой? Это большой вопрос, потому как в этом случае ты в большей степени зависишь от денег, чем тот, у кого нет денег для того, чтобы менять страны проживания, покупать себе недвижимость за границей и так далее. Получается, что наличие или отсутствие денег в случае применения их для более радикальных изменений в жизни в большей степени определяют твои представления о своих возможностях, если в свою очередь эти возможности определяют твою самоидентичность и твои способности. Спасибо за внимание.